За окнами лил дождь. Неон таблички у Клэр мигал красным светом, отражаясь в мокром асфальте. Внутри пахло кофе и жареными пирогами. Официантка Лили Джеймс, 22-летняя девушка, с усталым взглядом наполняла чашки посетителям. Она мечтала когда-то стать медсестрой, но жизнь пошла иначе. Больная мама, долги и ночные смены. Все шло как обычно, пока дверь не распахнулась. В закусочную вошли трое мужчин в кожаных куртках. Громкие, пьяные, злые. Один стукнул по стойке. «Эй, красавица, обслужи нас побыстрее». Лили напряглась, стараясь улыбнуться, как велел босс. «Конечно, сэр», — прошептала она. Но они продолжали издеваться. Один щелкнул пальцами у нее перед лицом, другой потянул за фартук. Посетители отводили глаза, никто не хотел связываться. Лили сжала кофейник, не давая слезам прорваться. В голове лишь лицо матери, лежащей в больнице. И вдруг дверь снова открылась. На пороге появились 4 байкеров, промокшие, молчаливые, с тем видом, что не требует лишних слов. Главный, высокий мужчина с шрамом через щеку и седой бородой, медленно осмотрел зал. Его взгляд остановился на Лили, потом на хулиганах. «Может, отпустите девушку?» — произнес он спокойно, но в этом спокойствии слышался холод стали. Главарь ухмыльнулся. «А тебе-то какое дело, дед?» Байкер сделал шаг вперед. «Мне не нравится мусор. Уходи, пока можешь». Тишина натянулась, как струна. Остальные байкеры встали за ним стеной. Один прислонился к автомату, другой скрестил руки. Воздух сгустился. Мужчины переглянулись. Один выругался, другой отвел глаза. И, спотыкаясь, вышли под дождь. Когда дверь захлопнулась, в зале остались только гул неона и дрожащие пальцы Лили. «Ты в порядке?» — мягко спросил байкер со шрамом. Она кивнула, едва сдерживая слезы. «Спасибо, вы не должны были». «Никто не должен терпеть унижение», — ответил он просто. Они заказали кофе. Говорили мало, но впервые за долгое время Лили чувствовала себя в безопасности. Перед уходом байкер положил на стойку конверт. «Это тебе». Она попыталась отказаться, но они уже выходили. Внутри деньги и записка. «От братства дорог. Ты сильнее, чем думаешь». Лили выбежала на улицу, но байкеры уже скрылись в ночи. Она стояла под дождем, прижимая записку к груди. Слезы смешались с каплями, и впервые за много месяцев ей стало легко. Прошло время. Лили смогла оплатить лечение матери и осталась работать в У Клэр. Люди приходили не только за кофе, они приходили за теплом, которое осталось после той ночи. Теперь на стене, рядом с фотографией закусочной, висела надпись: «Иногда добро приезжает на байке».